Иногда телезрители пишут: «Сталик, вы готовите очень вкусные, очень аппетитные блюда, но мы такие приготовить не можем». А я говорю вам: сможете. Слушайте внимательно. Смотрите, я буду объяснять каждый шаг. Выбрать кисло-сладкий мелкий кишмиш – ничего трудного. Продавцам на рынке скажите: мне для плова надо. И попробуйте. А масло надо брать топленое. Ягодки кишмиша разбухли, приняли форму свежего винограда. Все, готово. Чтобы цвет не изменил, чтобы масло стало вкуснее. А с остальными сухофруктами все повторяется. Точно так же берем по 2 ложки топленого масла на сковородку. Сковородку ставим на очень аккуратный, невысокий огонь. Теперь темный самаркандский изюм. Очень красивый, очень вкусный. Нет точно такого, возьмите любой другой. Самое главное, чтобы это было и красиво, и вкусно. И точно так же, видите, стал надуваться. Все, значит, готов. Масло ароматизировано изюмом, а изюм напитан маслом. Перекладываем до времени. Когда понадобится, я вам скажу. Забегая вперед, скажу. Данный рецепт состоит из абсолютно однотипных операций. Если получилось 1 раз, получится и 7 остальных раз. 2 ложки масла, только теперь не изюм. Теперь фисташки. Если нет фисташек, можно взять любые другие орешки. Только вы попробуйте их вместе с изюмом. Сочетаются ли они по вкусу? Фисташки сочетаются отлично. Могу сказать, что и грецкие орехи тоже будут сочетаться отлично. Но сейчас посмотрите. Масло стало зеленым. Масло приобрело фисташковый оттенок, а следовательно и вкус, и запах. А фисташки свой цвет не изменили. Но в этом нет ничего трудного. Получилось с фисташками, получится и с миндалем. Только миндаль, разумеется, надо брать не соленый и не жареный. Ведь мы его сейчас слегка обжарим. Но как сказать обжарим? Он цвет изменит едва-едва, а масло станет очень вкусным. Вот с курагой придется немного повозиться. Она ведь крупная. А давайте порежем ее соломкой, брусочками. Пусть она напоминает морковку для плова. Теперь очень важно понять, а для чего мы обжариваем все эти продукты? Мы усиливаем их запах, раскрываем их вкус. А еще мы ароматизируем то масло, в котором они обжариваются. Все эти продукты можно было бы съесть сырыми. Их сырыми можно было бы заложить в казан, в то блюдо, которое мы с вами готовим. Скажите, а вы еще не догадались, что именно мы готовим? Ну, хорошо, вот сейчас курагу обжарим, и вы все узнаете. Не торопитесь, остановись мгновение. Ты прекрасна. Но где вы еще увидите вот такую красоту? Я думаю, что многие могут испугаться уже в этом месте. Ох, как много продуктов. Нет, продуктов немного. От каждого продукта по 20, 30, максимум по 50 граммов. Просто необходимо взять 6-7 видов сухофруктов и орешков. Какие есть. Но вот барбарис желательно взять обязательно. Это красный барбарис, кавказский. Но можно взять и черный. Тот, который добавляется в узбекский плов. Да, дорогие друзья, мы с вами сейчас готовим плов. Только плов не узбекский, а азербайджанский. Да еще и такой, который в Азербайджане готовят редко. Это молочный праздничный плов. Ведь для плова берут самые лучшие продукты. И главная задача повара – не испортить их, а действовать строго по правилам, которые разработаны веками, тысячелетиями. Вот, например, я разбавил молоко водой 1 к 1. А теперь солю его, несмотря на то, что все остальные ингредиенты для этого плова сладкие.
А купленный в ближайшем супермаркете рис басмати сначала необходимо замочить в теплой соленой воде, затем промыть, чтобы из него как можно больше крахмала вышло, а после этого дождаться, пока закипит разведенное молоко, слить с риса воду и опускать рис в закипающее молоко. Огонь на максимум. Было всего лишь 600 грамм сухого риса. Мы взяли 2 литра хорошего молока и 2 литра воды. Добавили 3 ложки соли. Теперь необходимо следить за рисом, чтобы он не переварился. Но следить придется еще и за молоком, чтобы оно не убежало. Дело в том, что хочешь или нет, а из риса выделяется крахмал. И крахмал вместе с молоком образует очень обильную пену. Если варить на чистом молоке, то пена будет постоянно убегать. У вас просто ничего не получится. А молоко, пусть даже разведенное, уже выполнило свою задачу. Дело в том, что в молоке содержится особый белок – казеин. Казеин заполняет трещинки в рисе, и это позволяет готовить рис несколько дольше. А пена с риса смывается обычным кипятком. Но как не бывает свадьбы без невесты, так не бывает плова без сливочного масла. Сначала немного, грамм 30-40 масла распустить в казане. Слышите? Не нагревать очень сильно, а только дать ему растаять. И как только масло растаяло, насыпайте сверху него первый слой риса. Скажите, вам все понятно, что будет дальше? Да, разумеется. Все продукты необходимо складывать слоями, но соблюдая правила. Орехи и более крупные продукты укладываем вниз. А сухофрукты, все более мелкое и нежное, будем укладывать сверху. Разумеется, сухофрукты и орехи укладываются в казан вместе с маслом, в котором они припущены. Ведь топленое масло, которое я использовал, вон оно какое, золотистое, ароматное, готовое принять все самое лучшее из одних продуктов и передать другим. Например, из фисташек рису. Рис как перина, рис как пуховое одеяло, рис как фата для златокурой невесты. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете.
Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Под рисом должно скрываться все самое прекрасное. Под рисом должно скрываться все самое драгоценное и вожделенное. Но чтобы простой рис превратился в плов, к нему обязательно необходимо добавить еще масло. И если это масло сливочное, то оно непременно должно быть сладко-сливочным. Ведь бывает масло и кисло-сливочное. И это не брак, это просто такая разновидность масла. Но кисло-сливочное масло придаст плову привкус, как бы сказать, кефира. А вот ложка меда придаст плову вкус праздника. Да, мы готовим праздничный азербайджанский молочный плов «7 красавиц». Эх, ну ты посмотри, что молоко сделало. Ведь было всего лишь навсего 600 грамм сухого риса. Он должен был поместиться в этот казан вместе со всеми начинками. А прижимать рис крышкой нельзя. Рис должен подышать часа полтора. Вот тогда он превращается в плов. Открываем, накладываем, осторожно, стараясь не повредить очень нежный рис. Встряхивайте его, любуйтесь им, наслаждайтесь этим зрелищем. Ведь это приготовили не повара из очень дорогих ресторанов. Ведь это приготовили не какие-то специально обученные специалисты. Это мы с вами приготовили собственными руками и убедились, что нет ничего сложного. Просто запоминай, записывай, соблюдай правила и барбарис выкладывай с самого верха. Пусть украшает плов, как рубины. Вообще, этот плов похож на произведение ювелирного искусства. И если кто-то подумал, что это слишком сладкий плов, и его следует подавать только в самом конце обеда, он ошибается. Этот плов невероятно вкусен сам по себе, но он является превосходным гарниром к хорошо приготовленному мясу, а уж к цыплятам из тандыра и подавно.